Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал о комнатных растениях Let's Grow Plants. В этом видео я хочу показать вам свою небольшую коллекцию алоказий. Она действительно не такая уж и большая, но тем не менее хочется вам ее сегодня продемонстрировать. И начать мне бы хотелось, наверное, с самой такой простой алоказии. Это алоказия Regal Shields. Вот такая вот она у меня уже огромная. Вот это вот ее предыдущий лист. Сейчас постараюсь показать. Вот этот такой вот огромный. Мне кажется, что если вы только планируете завести себе алоказию, то Regal Shields это просто идеальный вариант. Она очень неприхотливая, не вредничает, невероятно быстро растет. Вот у меня уже такой большой прямо куст, хотя покупала я ее небольшой деткой. И, кстати, эта алоказия, наверное, одна из первых, которая появилась в моей коллекции. Вот такая вот она уже большая. Следующая алоказия, она также идеально подойдет для новичков. Это вот такая вот алоказия Полли. Она у меня тоже уже достаточно большого размера. Вот эти два листа — это ее предыдущие листья. Очень огромная, очень она всегда щедрая на клубни. Первый раз, когда я ее пересаживала, я собрала с нее 12 клубней. Я как раз таки показывала в одном из предыдущих видео, как я их проращивала. И я вот уже сейчас даже вижу в горшке, что у нее тут снова она что-то уже мне нарастила, но думаю, что я не скоро буду ее пересаживать, и в целом нет такой цели, чтобы иметь в коллекции десятки полли. Следующая алоказия появилась у меня не так уж давно. Это алоказия Мишольца. Она обычная, не варигатная. Чуть позже я покажу еще, как выглядит варигатная алоказия. Мне нравится в этой алоказии то, что листья у нее такие достаточно темного насыщенного цвета, и вот эти вот светлые прожилки как раз таки очень шикарно смотрятся на таком темном фоне. Очень нравится, как она выглядит. Выпускает листья один за другим. Вот уже у нее сейчас следующий лист формируется. Очень тоже быстро растет, и тоже рекомендую для новичков. Следующая алоказия — это вот такая маленькая алоказия Махарани. Она приехала ко мне с вот таким листочком. Этот лист она выпустила у меня уже дома. И пока вроде бы не хочет мне растить следующий. Она мне очень нравится. Она очень сильно похожа на алоказию Мело, которая, кстати говоря, тоже есть у меня в коллекции. Вот посмотрите, в целом они немножечко похожи, но у Мело у нее немножко другая текстура листьев. Она такая, знаете, листья как будто бы прорезиненные. У Махарани это немножечко не так. И вот как раз таки следующая алоказия — это Мело. Это, наверное, мой фаворит. Один из фаворитов моей коллекции. Мне очень нравится вот этот вот огромный лист. Это ее последний лист. И вот сейчас, мне кажется, что вот здесь вот скоро уже будет новый. Она очень прям эффектно выглядит. Мне кажется, что визуально она выглядит круче, чем Махарани. Хотя Махарани сама по себе, она дороже, чем Мело. Но мне хотелось, чтобы у меня в коллекции были обе эти алоказии, но Мело я отдаю предпочтение. Следующая алоказия не так давно появилась в моей коллекции. Эта алоказия называется Longiloba Purple. Когда у нее появляется новый лист, он такого фиолетового оттенка. Я обязательно приложу фотографии, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это реально очень такое шикарное зрелище. На обратной стороне тоже такой вот темно-фиолетово-бордовый какой-то цвет. И хочу с вами поделиться очень крутой группой ВКонтакте, где я не так давно участвовала в совместной закупке. Эта закупка была из Голландии, и как раз-таки вот эту алоказию я
купила в этой закупке. Группа называется Constanta Plans. Я просто в восторге от их сервиса, от того, как там организованы все процессы внутри этой группы. Постоянно там в любое время можно им написать по любым возникающим вопросам. И там огромное количество растений. Закупки проводятся там регулярно, каждый месяц. И в целом в голландских закупках достаточно большой выбор растений. Там и алаказии, и антуриумы, и орхидеи, фикусы, в общем-то, чего там только нет. И все это по очень приятным ценам, и при этом очень крутое качество. Ссылку на эту группу, это не реклама, я обязательно оставлю в описании к этому видео, и я вам вот прям на 100%, положа руку на сердце, рекомендую перейти по этой ссылке, вообще посмотреть, какой ассортимент у ребят. Я думаю, что я в дальнейшем еще не один раз буду заказывать через эту группу растения. Очень мне прям так понравилось, как там все организовано, поэтому рекомендую вам. И следующая локазия, я также купила ее через группу совместных закупок Constanta Plans. Это вот такая варигатная локазия, это купрея с розовым, я так понимаю, варом. Само по себе растение приехало не такое уж крупное, но вот сейчас здесь уже формируется такой новый листочек. Она у меня, наверное, меньше недели. Мне очень интересно посмотреть, как она будет выглядеть во взрослом состоянии, потому что мне в целом нравится, как выглядит алаказия купрея. У меня есть обычная алаказия Red Secret, я вам чуть позже ее покажу. И вот удалось ухватить еще вот такую вот варигатную себе в коллекцию. Очень нравится, что здесь такой вот розовый вар, потому что также есть варигатные алаказии, например, с белым варом, который я очень люблю, и есть еще с желтым варом, ну это такие наиболее распространенные, наверное. И желтый вар мне вот не нравится от слова совсем, потому что лично для меня визуально растения выглядят такие немножечко болезненными, что ли, не знаю. В общем-то, не лежит у меня пока к ним душа. Мне очень нравится белый вар и как выглядит розовый вар. Поэтому за желтым я особо не гонюсь, а вот какой-то такой необычный, с розовинкой, возможно, немножечко такой мятный, я просто обожаю, и поэтому на 100% решила, что мне вот нужна такая локазия. Следующая локазия — это локазия Silver Dragon. Тоже давно хотела ее себе в коллекцию. И вот представился случай. Купила я ее на Авито. Этот большой лист уже домашний. И вот здесь вот сейчас формируется у нее новый листочек вроде бы. Или нет? Нет, тут пока листочка не предвидится. Но не суть. Очень мне нравится, как она выглядит. И Silver Dragon я бы еще хотела варный, именно с белым варом. Я также приложу фотографию, как это выглядит. Очень так круто, потому что здесь такой, не знаю, наверное, больше постельный оттенок. И с белым варом очень красиво выглядит. Я прям не могу. Постоянно мониторю какие-то объявления на Авито. Возможно, я куплю ее себе клоном, но пока не знаю. Если что-то такое удачное подвернется, то с удовольствием что-то такое приобрету. Следующая алаказия, которая мне тоже очень сильно нравится, это алаказия Black Velvet. Вот этот вот огромный лист, это ее последний лист. Очень у нее такие бархатные листья, такие приятные на ощупь. Безумно нравится, как она выглядит, то, что вот эти такие тоже прожилки, они как будто бы немножечко даже с серебринкой какой-то. И в пару к ней у меня также есть алаказия ниндзя. Вот так вот она выглядит. Это, знаете, тот случай, вот как сравнивают мелос махарани, так и Black Velvet постоянно сравнивают с ниндзей. Когда я смотрела на картинках, мне в целом они казались очень похожими, возможно, даже одинаковыми. Единственное, что у Black Velvet, как было написано, у нее листья будут больше, у ниндзя как раз-таки листья должны быть поменьше в размере, но вот этот вот лист, он такой достаточно большой, и мне
даже ниндзя нравится больше, чем Black Velvet. Очень тоже такие у нее бархатные листья, и вот эти вот прожилки, они как раз-таки такие серебристые, вот они прямо светятся. Очень долго она у меня не выдавала новых листьев, и вот наконец-таки что-то она решила мне тут закрутить. Очень нравится, как она выглядит. Также есть ниндзя с фаром, но ниндзя с фаром мне как раз-таки не нравится. Они разные. В общем, не верьте никому, кто говорит, что ниндзя будет микроскопической, что они одинаковые. Вот, ну, вы видите, они очень сильно отличаются. Не такие уж и мелкие листья. Вот так вот. Следующая алаказия — это как раз-таки алаказия Фрайдек, про которую я вам говорила. По сути, это версия вот этой вот алаказии, но с белым варом. Вот можете даже заметить, что у них форма листьев, она одинаковая. Здесь каждый лист индивидуален, у него такая индивидуальная раскраска. Сейчас она формирует у меня вот здесь вот новый лист, и растет она на самом деле тоже очень быстро у меня. Тоже не возникало никогда с ней никаких проблем. Очень такая непривередливая, я бы даже сказала, послушная алаказия. Нравится, как она выглядит. Ну, естественно, белый вар, мой любимый. Также можно ее приобрести на Авито, в совместных закупках. Она стоит не прям уж каких-то космических денег. И если вы хотите что-то необычное себе в коллекцию, то как раз-таки вот алаказия Фрайдек, она такая, наверное, самая доступная из варных алаказий. Следующая алаказия — это Купрея Red Secret. Вот это предыдущий лист, тоже очень такой огромный. Она не самая быстрая алаказия по моему опыту. Очень долго она у меня сидела, ничего с ней не происходило, а потом вот бахнула мне такой вот лист. Этот лист у нее предыдущий. Мне нравится, что у нее листья, они выглядят как какие-то такие огромные темные жуки. Листья такие здесь достаточно рельефные и вот, ну, реально похожи на панцирь какого-то таракана. И последняя алаказия в этом обзоре — это алаказия Жаклин. Вот это, наверное, наравне с Мело сейчас один из моих фаворитов. Недавно она мне выпустила вот такой вот огромный лист, и сейчас вот здесь вот у нее начинает формироваться следующий лист. Не могу сказать, что она самая быстрая, растет она у меня так достаточно медленно, но при этом, если начинает выдавать листы, то они очень крупные. Итак, на самом деле у меня все. Я благодарю вас за внимание. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставляю в описании к этому видео. Также оставляю все обещанные ссылки на группы с закупками. Кстати, я вам также оставлю ссылки еще на 2 или 3 группы, которые также занимаются закупками из Голландии и из Азии. Я лично у них ничего не заказывала пока, но также регулярно мониторю их ассортимент. Они делают примерно то же самое, что и Constanta Plants, поэтому думаю, что также можете взять себе на вооружение, если понравится там какое-то растение, почему бы не попробовать. Все, я уже заболталась, будем прощаться. Еще раз благодарю вас, увидимся в следующем видео, пока-пока.